Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и сегодня мы с вами поговорим про фонари. Большинство оружейных фонарей, которые встречаются на рынке, которые можно купить, устанавливаются на левую или на правую часть цевья по принципу, чтобы был и не мешался. Но многие из вас замечали, что пользоваться торцевой кнопкой у такого фонаря не всегда удобно, удерживая оружие. Далеко не всегда палец может так изогнуться, и далеко не у всех. По крайней мере, среди моих знакомых таких акробатов немного. Один из вариантов решения проблемы — использовать выносную кнопку, которая располагается в удобном месте на вашем оружии. Казалось бы, проблема решена, но, к сожалению, китайские реплики выносных кнопок крайне низкого качества. Дешевые ломкие провода и болтающиеся разъемы приводят к тому, что кнопка быстро выходит из строя или вообще не работает сразу из коробки. Частично проблему могут решить различные кронштейны, позволяющие сместить фонарь относительно респланки как раз под удобное нажатие большим пальцем. Но, к сожалению, это работает только для одной руки. Но если вы играете в CQB, вам просто приходится менять руки и стрелять то слева, то справа. И под неудобную руку фонарь будет недоступен или опять-таки придется менять хват на цевье. Я, наверное, тормоз и долго не мог решить эту проблему, пока не увидел у зарубежных спидсофтеров фонари, которые крепятся на верхнюю часть цевья с угловой кнопкой, которую удобно нажимать как с левой, так и с правой руки. Изучив информацию, я выяснил, что такие фонари называются Enforce WML, а их реплики продаются у нас в России в магазине airsoftsports.ru. Я связался с представителями магазина, и они прислали несколько моделей для обзора. Так что давайте разбираться, что это за фонари и что в них хорошего. Модели отличаются между собой в основном габаритами и яркостью свечения. Самая компактная модель WML Tactical Short имеет яркость 200 люмен. Средняя WML Tactical версия 2 имеет яркость 400 люмен. И самый мощный WML X светит аж на 800 люмен. Модель WML X Tactical питается от двух батареек типа CR123, а остальные модели от одной батарейки. Батарейки не дешевые, но всегда можно купить перезаряжаемый аккумулятор в этом форм-факторе. Все три модели неплохо копируют свои оригиналы. В комплекте есть даже наклейки с логотипом Enforce. Главная фишка этого фонаря — то, что он устанавливается на верхнюю респланку, и благодаря особой форме корпуса и кнопки одинаково удобен для использования как с левой, так и с правой руки. Корпус фонаря выполнен из нейлонового волокна и не расколется от случайного попадания шаров. У кнопки активации есть специальная защитная скоба, которая в поднятом положении предохраняет ее от случайного нажатия, например, в сумке при перевозке. Скоба сдвигается вниз одним быстрым интуитивным движением, абсолютно не мешая нажать на кнопку пальцем. У фонаря есть несколько режимов работы. Управление ими осуществляется при помощи основной кнопки включения и переключателя на боковой части фонаря. Поворачивая переключатель, можно выбрать один из двух режимов работы. В положении белой отметкой вверх нажатие на кнопку включает постоянный свет. Чтобы выключить фонарь, нужно нажать на кнопку еще раз. В положении белой отметкой вниз фонарь светит только если держать нажатой кнопку активации. Опустили кнопку — свет погас. Именно такой режим наиболее удобен для использования на оружии. Быстрое двойное нажатие в любом режиме включает стробоскоп. Чтобы его выключить, нужно нажать на кнопку еще раз. В случае М4 при использовании кеймод и M-Lock цевей, а также трубчатых цевей типа Трой, вам не нужно докупать дополнительные планки-переходники с интерфейсом RIS. Верхняя RIS-планка с интерфейсом RIS на цевье есть почти всегда, а кроме фонаря на такие цевья больше ничего и не нужно. Их вполне комфортно использовать без всяких тактических рукояток. Быстросъемное крепление позволяет за считанные секунды установить фонарь на респланку и зафиксировать его. Снимается он также быстро и удобно. Высота корпуса фонаря такая, что он не перекрывает зрительное поле большинства коллиматорных и оптических прицелов на стандартном высоком креплении, то есть на таком, который чаще всего используется с карабинами М-серии и подобными. Для АК с прицелом на низком креплении фонарь можно установить на газовую трубку с рельсой типа Ultim AK. Еще одна немаловажная особенность фонаря Enforce WML — это то, что при установке на верхнюю планку он находится на одной вертикальной оси со стволом.
А это значит, что при выходе из-за укрытия появляется тоже вместе с дульным срезом. Это дает небольшое преимущество перед игроками, у которых фонарь установлен на боковую планку. Когда фонарь находится сбоку цевья, у вас есть два варианта. Или фонарь появляется раньше стрелка, преждевременно показывая позицию, либо вам приходится высовываться сильнее, чтобы не светить фонарем в само укрытие, а значит подставлять большую площадь для поражения. С WML на верхней планке таких проблем нет. А теперь давайте сравним, как эти фонари светят. Сравнивать будем на улице почти при полной темноте. Расстояние до цели, то есть до меня, примерно 30 метров. Ожидаемо, что модель WML-X на 800 люмен светит лучше всех. Его можно рекомендовать как универсальный фонарь, в том числе для открытых лесных полигонов. Модели на 200 люмен и на 400 люмен визуально имеют примерно одинаковую яркость свечения. Она меньше, чем у старшей модели WML-X, поэтому эти фонари можно рекомендовать для CQB, где дистанции, как правило, не превышают 30-40 метров. Потестив эти фонари вживую, становится понятно, почему зарубежные спидсофтеры, которые много играют в CQB, выбирают именно эти модели. По крайней мере, лично я пока ничего более удобного для игры в здании не видел. Как я уже сказал, приобрести эти фонари можно в магазине airsoftsports.ru. Несколько ссылок я оставил в описании. Как всегда, предлагаю ставить ваши уверенные пальцы вверх, обсуждать видео в комментариях, подписываться на канал, жать колокольчик. До скорого!